Я несколько раз рассказывала о том, что когда Шрила Прабхупада приехал однажды в храм в Европе, and I believe it was in Geneva, Prabhupada was there and the devotees had a reception. Big kirtan was going on. Prabhupada was smiling like the sun. И мне кажется, что это произошло в Женеве. Шрила Прабхупада приехал в храм, его встречали, был очень прекрасный киртан, все воспевали, и Шрила Прабхупада лучезарно улыбался. And then as he began his address to the devotees, he said there are certain indications how we can understand that a temple, a congregation, or the devotees, they're actually making progress in Krishna consciousness. И когда он обратился к преданным, он сказал, что существуют определенные признаки, по которым мы можем судить, что преданные или общество преданных или храм развивается. How did Prabhupada judge they were actually making progress on the path back home back to Godhead? А по каким признакам Шрила Прабхупада оценивал, что мы прогрессируем на нашем пути назад домой к Богу? On that occasion, he cited two markers, two things. И в той лекции он сообщил о двух признаках, которые это подтверждают. He said, "I'm very happy to see you making advancement. I can tell because you're relishing the chanting of Hare Krishna and because your tulsi devi plants are blossoming very nicely." И он сказал, что я вижу ваш прогресс в сознании Кришны, потому что вы наслаждаетесь и испытываете огромный вкус к воспеванию святых имен, а также ваши деревья туласи прекрасно растут и цветут. Obviously, you're singing and dancing so nicely in kirtans, and this I can see. That's a sign you're making progress. И Прабхупада добавил, что я любовался на то, как вы прекрасно поете и танцуете во время киртана, и это означает, что вы все прогрессируете. And he said, because your tulsi plants are growing so nicely. А также потому, что ваше дерево туласи прекрасным образом растет. The tulsi plant grows not just because we water her; she flourishes because of bhakti. И дерево туласи, оно растет не из-за того, что мы его поливаем, оно развивается и растет, цветет из-за того, что мы делаем это с любовью. She's Vrinda Devi in the world of mammon. Потому что она пришла как Вринда Деви. And no offering of bhoga is successful to the Lord unless we put a tulsi leaf on top of it. И бхога не будет принято Господом, если мы не положим на тарелку с бхогой маленький листочек туласи. So if the devotees, their devotion is increasing for the Vaishnavas, for the spiritual master, for Krishna, this is a sign, and that devotion will be seen that the tulsi plant is flourishing very nicely. И если у преданных увеличивается бхакти, любовь по отношению к Вайшнавам, Гуру и Кришне, тогда и дерево туласи, которое растет в этой общине, также будет расцветать и расти. Krishna consciousness is all about bhakti, it's all about love. И Кришна, сознание Кришны — это все, что связано с бхакти и с любовью. We heard this, that Prabhupada had been very pleased with the kirtan and seeing the tulsi plant, so next year when Prabhupada came to our temple in Paris, we made sure we had a real rock-on stock-on kirtan. The walls were shaking, the ceiling was shaking, the ground was all smiles. И мы услышали о признаках, которые перечислил Прабхупада, на которые он обращал внимание, поэтому в следующий раз, когда он приехал к нам в общину в Париже, мы тщательно подготовились и проследили за тем, чтобы киртан в честь его приезда был экстатическим. Мы танцевали и пели так, что дрожали все стены, и под угрозой был и потолок, и пол. So then afterwards, later that day, we said, Srila Prabhupada, please come to the tulsi room. Tulsi room, we have our tulsis, we had about 30 plants, and come see our tulsis. А после обеда мы пригласили Шрилу Прабхупаду, чтобы он прошел в специальную комнату, отведенную для туласи. Мы хотели показать ему, как замечательно растут у нас 30 деревьев туласи. One always wants to impress the spiritual master. Yes, I'm taking advantage of their instructions. You see how some progress is there. Thank you. Потому что естественным образом мы хотели удовлетворить духовного учителя, чтобы он получил такое позитивное впечатление от нашей деятельности и понял, что мы внимательно слушаем его наставления и стараемся им следовать. So we had two Maharajas that all day long taking care of tulsi, watering, taking the insects off, getting rid of the spider webs, putting the lights right.
И мы назначили 2 матаджи, которые целыми днями напролет следили за нашими деревьями туласи, чтобы их не сожрали насекомые, они поливали, опрыскивали, следили, чтобы все было хорошо. We arranged throughout the day that different little groups of devotees would go into the Tulsi room and they'd have kirtan. А также мы сделали специальное расписание, что несколько преданных приходили в комнату туласи и пели там киртан. And our Tulsi plants, yes, we are so devoted. И благодаря всему этому наши деревья туласи стали замечательным образом расти, и мы почувствовали внутри, что да, бхакти у нас We were расцвело. amazed ourselves. Oh my God, these plants are huge. They look like trees. И мы сами удивились, потому что мы никогда не видели, чтобы туласи дорастала до таких размеров дерева. So, come Prabhupada, see our Tulsi. Поэтому мы с удовольствием пригласили Прабхупаду, чтобы он их увидел. So Prabhupada came up the stairs and opened the door, and he walked into the room. And first, just because the lights, we have those like violet lights, you know, they were quite bright. So Prabhupada. И вначале, когда Шрила Прабхупада открыл дверь и вошел в эту комнату, он был несколько ослеплен, потому что там мы поставили специальные лампы с голубым светом для того, чтобы подсвечивать туласи. And the lady, the girl, she was only 18, she was in charge of all the Seva Tulsi. She said, "Shri Prabhupada, our Tulsi plants." И Матаджи, который был на тот момент всего 18 лет, она очень гордо показала на туласи и сказала: вот они, наши деревья туласи. So Prabhupada got this look on his kind of quizzical look, right? He's looking, and he went up to one of the Tulsi plants and looked, and then turned around and said, "This is not Tulsi." И Шрила Прабхупада, у него какое-то удивление было на лице, он подошел к этим деревьям туласи, посмотрел на них очень внимательно, повернулся и объявил нам: это не деревья туласи. This is simply Tulsi's cousin, the basil plant. Это просто обыкновенный базилик, который является следующим растением. This is not Tulsi. Из рода базиликов туласи And he тоже. just turned around and walked out like he just looked at a bunch of weeds. И он развернулся и вышел оттуда, и на лице у него было такое выражение, что он только что просто какие-то сорняки увидел. So we were like, what? И мы были обескуражены. And the girl who was in charge, she fainted. А Махараджа, которая была старшей по заботе о туласи, просто в обморок упала. We just left her there. Yeah. А мы ее там оставили и вышли. Then a few minutes later, we heard her crying. She cried all day and all night. А через несколько минут мы услышали, что она уже там рыдала. И таким образом она плакала целый день и всю ночь. We were all devastated and feeling a little foolish that we've been worshiping ordinary plants. Namo, Namo, Tulsi. I'm not Tulsi. Namo, Tulsi Devi. I'm not Tulsi. You're wasting your time. И мы несколько были расстроены из-за того, что вместо того, чтобы поклоняться Туласи, мы поклонялись не Туласи. И было смешно то, что мы каждый день проводили арати и молились о Туласи, а это растение говорило: да не Туласи, я не теряйте время. So the next day, Prabhupada heard how devastated we were, and particularly the young lady. We've been tending to those plants for about 1 year. И на следующий день Шрила Прабхупада узнала, как сильно мы расстроены в связи с этим событием. Особенно расстроилась та Матаджи, которая занималась так называемыми Туласи. So he called that young girl to his room. И он позвал эту молодую девушку к себе в комнату. And a few of us were there. И некоторые из нас также были в этой And Prabhupada комнате. said, don't cry anymore. He said, it's okay. Tulsi Devi knows your intention. She accepted the service that you did to those plants as if it was to her. She knows the heart of the devotees. И он сказал: тебе не надо больше плакать, потому что Туласи Деви наверняка приняла твое служение по отношению к ней, которое ты выполняла как по отношению к этим растениям, потому что Туласи Деви, Вринда Деви знает твое сердце и твои намерения. Even though the service was imperfect, Tulsi took it as something to herself. И несмотря на то, что это служение было явно несовершенным, Туласи Деви приняла его на свой счет. And Prabhupada said, just like sometimes my disciples, they chant shnik shnik nam nam.
He said still they're not, he said not pronouncing properly, but Krishna knows their intentions, so he accepts their chanting. It's a question of the heart, devotion. И иногда Шрила Прабхупада говорила о том, что несмотря на то, что мои преданные порой невнятно повторяют Харе Кришна Маха мантру, но главное это то, что у них есть на сердце, и Кришна принимает даже такое повторение. So this year, Hari Prabhu and Charatma and myself, we've noted how enthusiastic you are to chant. И именно в этом году я, Хари Прабху, Чтуратма Прабху, мы заметили, насколько вы энтузиастичны в киртане. So we come to get your association. И мы пришли для того, чтобы получить ваше общение. The only senior devotees that travel to get association, that we get inspired here. Обычно старшие преданные ездят по ятрам для того, чтобы дать свое общение, но у вас мы вдохновляемся. What is life without the association of devotees? А что такое жизнь без общения с преданными? Can you imagine being a yogi in the Himalayas all alone for most of your life? Oh. Представьте вот эту жизнь йогов, которые всю жизнь прожили в Гималаях и сидят в одной и той же позе и постоянно в одиночестве повторяют Ом. Om. You just hear the whistling of the breeze through the trees. Om. A few birds. Prabhupada described our movement as packed up tight, and in the spiritual world there's unlimited amount of devotees. И просто представьте, что вы сидите, повторяете Ом, и нет никаких звуков, кроме шелеста пролетающего ветра, и вдруг иногда для разнообразия вы слышите, как чирикают птицы. Но на самом деле жизнь преданных, она более интересна, и также огромное количество преданных есть в духовном мире. Об этом говорил Прабхупада. One time Prabhupada said the absolute truth means God, living entities, and the process of devotional service. И однажды Прабхупада сказал, что абсолютной истине относится Господь, Джива, а также преданное служение, взаимоотношения между ними. And Nectar Devotion gives one of the definitions or characteristics of Krishna as different than Narayan is that Krishna is always surrounded by loving devotees. И в нектаре преданности есть описание одной из характеристик Кришны, что Нараяна, Господь, Он всегда в окружении преданных. What would Krishna consciousness be without the association of devotees? А что же такое сознание Кришны без общения с преданными? Actually, Narottam Das Thakur reveals to us what it's like to be without the association of devotees. И однажды Нароттам Дас Тхакур объяснил нам, каково же состояние, когда вы находитесь вне общения с преданными. From his prayers and prarthana. И у него есть серия молитв на эту тему. Sheshava Shangira Sangye Jekayo Vilas Se Sanganapaya Kunde Narottam Das. He says, being unable to obtain the association of Lord Gauranga, accompanied by all of these devotees in whose association he performed his pastimes, Narottam simply weeps. Нароттам просто рыдает, потому что он не может обрести общество Господа Гауранги, который окружен своими преданными, вместе с которыми он проводит свои игры. He says that's what it's like to be without the association of devotees. И таким образом он описывает, что значит лишиться общества преданных. It's also stated in the Chaitanya Charitamrita, Mahaprabhu was inquiring from Ramananda Roy, asking different questions to elicit the philosophy of Krishna consciousness. А также об этом говорится в читании Чаритамрити, когда Господь Чайтанья разговаривает с Раманандом Раем и проясняет какие-то философские моменты. And he asked Ramananda Roy, he said, of all types of misery, what's the greatest misery in this world, or what you could imagine? И Господь Чайтанья, обращаясь к нему, спрашивает, что из всех несчастий в этом материальном мире, которое из них является самым жутким. Actually put it, he said, of all types of distress in this world, what's the most painful? И он сказал таким образом, из всех несчастий в материальном мире, какое из них является самым болезненным? There are all kinds of distress you could choose. You know, we live in this world, adiatmic, adibautic, adidaivic, it's too hot, it's too cold, there's bed bugs, somebody's always doing this. There's so many
distresses you could think of. Which is the most painful of all distress in this world? И в этом мире огромное количество страданий от хиатмика, от хибайтика. И вы страдаете от каких-то стихий, например, или от того, что вас кусают насекомые, вам то жарко, то холодно, либо живые существа приносят вам беспокойство. Какой из них является самым сильным? Mahaprabhu said to Ramananda Roy, Dukkha Madhya Kona, Dukkahaya Gurudhara. Of all kinds of distress, Ramananda Roy, what is the most painful? И он спросил, обращаясь к Рамананду Раю, из всех страданий, которые из них является самым сильным? So listen carefully. И внимательно слушайте. Ramananda Roy replied, Рамананда Рой ответил, Krishna Bhakta Vyaha Vina Dukkanayi Dikipa. Apart from separation from the devotees of Krishna, I know of no unbearable happiness. Нет ничего более жуткого, чем лишиться общения с преданными и испытать с ними разлуку. So, that's one way of saying devotee association is the most nectarian, and the separation from devotees is the most painful. Это подтверждает тот факт, что общение с преданными является тем нектаром, а разлука с ним является той болью. And even now, as aspiring devotees, we have so much love for the devotees, isn't it? И мы на данной стадии, будучи начинающими преданными, все еще уже испытываем огромную любовь к другим преданным. Even in the beginning, we develop an affection for a few things in Krishna consciousness. И даже в начале, в сознании Кришны, нам естественным образом нравятся определенные процессы. Chanting Hare Krishna, coming to the temple and associating with devotees, and prasadam. И мы будем приходить в храм, воспевать вместе с преданными, а также вкушать прасад. But we're particularly fortunate to have each other's association. Но нам очень дорого именно получать общение друг с другом. Even just a few moments of association with devotees brings so much joy to our heart. Даже несколько мгновений общения с преданными доставляет огромную радость нашему сердцу. The sages of Naimisharanya, they said to Sutta Goswami, И мудрецы на Мишаране сказали Сутта Госвами, Truya yama labe napi, na svargam napunar bhavam, bhagavat sangi sangasya, martinamkim utashisha. The value of a moment's association with the devotee of the Lord cannot even be compared to the attainment of heavenly planets. и даже мгновение общения с чистым преданным не сможет сравниться даже с благом или счастьем от того, что вы достигнете райских планет. Or liberation from matter. Или вы получите освобождение от этой материи. And what to speak of worldly benedictions in the form of material prosperity. А что же может вообще сравниться с... А что же говорить о каких-то материальных благах, которые вы получите? Which are for those who are meant for death. Которые предназначены для тех, кто смертен. So Sutta Goswami agreed with them. И Сутта Госвами, он согласился с ними. He says, Shushu Shro Shrimadanasya Vasudevi Kataruchi Syan Mahatsivaya Vipra Punya Chitani Shevaya. Go twice, go and say it. О, дважды рожденные мудрецы! By serving those who are completely free from all vice, Когда вы служите тем, кто полностью освобожден от греха, great service is done. таким образом вы совершаете великое служение. By such service one gains affinity for hearing the messages of Vasudeva. И благодаря такому служению вы становитесь достойным слушать вечное послание Васудевы. So the Vaishnavas have spoken, and Sutta Goswami, he's the guru, he has spoken, and Krishna has touched on the same subject matter. И об этом говорят вайшнавы, об этом говорит сам Сутта Госвами, а об этом также говорит Кришна. This beautiful verse, the following verse, comes from the lotus mouth of Lord Chaitanya. И эта великолепная шлока снизошла с лотосных уст самого Господа All Чайтаньи. of you know it. И все вы знаете ее. Sadhu Sangha, Sarvashashtakoi, Navamakta Sadhu Sangha, Sadhu Hoy. The verdict of all revealed scriptures is that by even a moment's association with the pure devotee, one can attain all success. И все ведические писания говорят о том, что даже момент общения с чистым преданным, благодаря этому вы обретаете полный успех во всем. And in the Nectar of Devotion, Rupa Goswami lists 64 items that are very favorable
for making progress. А Рупа Госвами в «Нектаре преданности» также перечисляет 64 процесса преданного служения. Because our Kali Yuga minds are so disturbed and distorted and distracted, he says, okay, if you can't remember 64, just remember 4. И если в Кали-югу мы не можем запомнить все 64, то хотя бы запомните 4 основных. And try to perfect them. И постарайтесь преуспеть в них. So what are those 4 items that Mahaprabhu says to the devotees in St. Petersburg in May 2019? И на какой процесс преданного служения, на какую деятельность в преданном служении Господь Чайтанья обратил свое внимание именно сегодня, в мае, и сказал он это для всех преданных Санкт-Петербурга. Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavat Ashraya Mathura Vasa Srimutira Shralaya Sevana. One should associate with devotees, chant the holy names of the Lord, hear Bhagavatam, reside in Mathura, and worship the deity with faith and veneration. Вы должны общаться с преданными, читать Святое Имя Господа, произносить Святое Имя Господа, слушать Шримад Бхагаватам, проживать в Мадхуре и поклоняться Божеству с почтением и благоговением. And Rupa Goswami says, he writes, that any one of these items, if you do them according to your best of your ability, even your neophyte, he said, any one of these items, if you do them nicely, they can create ecstasy in the heart of the neophyte. И Рупа Госвами пишет о том, что если вы с искренностью следуете одному из этих 5 процессов, то даже если вы преданный неофит, то в вашем сердце могут проявиться экстатические симптомы. Ecstasy is reserved for those who are beyond the platform of Anartha-nirviti. Their hearts are cleansed, they have love for Krishna, then they can experience ecstasy. But Rupa says, no, even a neophyte devotee, if he tries his best to execute any one of these 4, sometimes that devotee can feel ecstatic symptoms. Shastra. И он говорит о том, что эти состояния экстаза, оно доступно для тех, кто практикует один из этих 4 процессов преданного служения. И неважно, потому что обычный экстаз предназначен для тех, кто уже преодолел стадию анарха-ниврити, их сердце полностью очищено, и они обладают любовью к Богу. Sometimes the Lord arranges for neophyte devotees to get some special kripa, some Guru kripa or some Krishna kripa, just to inspire them. Come on, keep going, reach perfection. И иногда Господь таким образом проливает свою милость на начинающих преданных, и это выражается в форме Гуру крипы или Кришна крипы. Just like Narada Muni, he left home when he was 5. Подобно тому, как Нарада Муни, он оставил дом, когда ему было 5 лет. You could say he was an aspiring devotee because he was born in a family of Sudras. И вы можете сказать, что он был начинающим преданным, потому что он получил рождение в семье Шудр. But that was no disadvantage because he really wanted to find Krishna. Но это не было дисквалификацией для него, потому что он искренне хотел найти Кришну. How does a Sudra, one is born as a Sudra, the lowest of the Varnashram, how does a Sudra get a strong desire to see Krishna? Because that boy associated with Vaishnavas. And Bhaktivinoda Thakur, he says that Krishna consciousness is something you imbibe from another devotee. А каким образом Шудра, низкорожденный, может получить вкус к преданному служению? Это получилось из-за того, что в свое время он получил общение вайшнавов. А Бхактивинода Тхакур говорит, что вкус к преданному служению вы можете получить, впитав его от другого вайшнава. Like you catch a cold from another devotee. You can also catch Krishna consciousness. И, например, подобно тому, как вы можете заразиться вирусом или простудой от другого преданного, также от другого преданного вы можете заразиться сознанием Кришны. All the people in the front row, they come down with the cold. И вот, например, я чихнула, и все, кто в первом ряду сидит, тут же заболели. But conversely, Hare Krishna! And they get the desire to chant. Same principle. И также по тому же принципу, если я говорю Харе Кришна, и у вас есть желание принять His это, mother was a street sweeper. то у вас все получается. Его мать, она была подметальщицей, уборщицей. И родила его. But she took some sadhus in for the rainy season and cooked for them every day. She was a good cook.
Но во время like сезона Malika. дождей в ее доме остановилось несколько саду, а так как она хорошо готовила, она кормила их, и она готовила так же хорошо, как Малика. 4-year-old boy watching these big sadhus, like, wow. Like sometimes I see little children, they're way down there looking at this big American body with saffron, and you're like, wow, can I be your disciple? А он был маленьким мальчиком, ему было 4 года, и он с восхищением наблюдал за этими саду, которые казались для него огромными и взрослыми, подобно тому, как я смотрю на маленьких детей, которые сидят рядом со мной, и по их глазам можно понять, что они очень восхищены и хотят получить у меня инициацию, потому что для них с их роста я выгляжу как огромный большой американец в шафрановых одеждах. Today the movie, fantastic. И сегодня мы ходили в кино, смотрели прекрасный фантастический фильм про Кайлаш. We were seated at the back of the movie to get a good view of us. И нас посадили в последний ряд в кинотеатре для того, чтобы нам было лучше видно. And one little girl was sitting in the front row. А одна маленькая девочка, она сидела на первом She was ряду. like 6 or 7. Ей, наверное, около 6 или 7 All the way лет. up to the back. И она пришла, поднялась туда к нам назад. She said, Gurudev, you shouldn't be sitting in the back. The spiritual master should sit in the front. Она подошла ко мне и сказала: Гурудев, вы не должны тут сидеть сзади, духовный учитель должен сидеть на первых рядах. And she said, I arranged a seat for you, so you should come sit in the front because you're my guru. И я нашла вам на первом ряду место, поэтому пойдемте со мной, и я вас усажу, потому что вы мой гуру. So awe and reverence. Это почтение и So благоговение. these sannyasis were staying in the house, and Mata was cooking. So figuratively speaking, one day the little boy, he went and pulled on the uttari. Baba, Baba, give me some sweet. И эта Матаджи, его мама, она готовила для саньяси, которые остановились у нее дома. И в какой-то из дней маленький мальчик, ее сын подошел, стал тянуть Вайшнава за фартук и говорить: баба, баба, дай сладенького. So that Vaishnava was very compassionate. He probably took a bite of a gulab jamun and gave it to the boy. Narada Muni ate it. И Вайшнав, он был очень милостлив, и наверняка это был гулаб джамун, он вкуснул его и отдал Нарада Муни. And he said immediately the very nature of the transcendentalist became attractive to him. И в тот же момент, в ту же секунду, природа трансценденталиста и трансцендентного стала для него очень привлекательным. It's mystical. И это мистический 5-year-old процесс. Sudra boy, give me a sweet, Maharaj. И 5-летний мальчик Шудра, обращаясь к Махараджу, попросил у него: дайте мне сладкого. And by taking the prasad that was eaten by that Vaishnava, he said immediately, the very nature of the transcendentalist became attractive to me. И мгновенно, там есть упоминание именно то, что это произошло сразу же, природа трансцендентности стала для него очень привлекательной. So some months later, his mother was bit by a snake, and he left to find Krishna. He got that seed of devotion from the sannyasis, and he left home, and he wandered in the forest. И через несколько месяцев змея укусила его мать, та умерла. И так как у мальчика был вкус к отреченной жизни, то он оставил все и пошел бродить. And in the forest, he was meditating as best he could. И он пришел в лес и начал медитировать так, как умел. What does a 5-year-old boy know? А что знает о том, как медитировать But пятилетний because of the мальчик? association of the sages, I want Krishna. Но так как он получил общение с мудрецами, он начал молиться и медитировать на то, что он хотел обрести Just Кришну. like we're not very advanced, but if you ask someone here in this room, what do you want? Oh, I want Krishna. И, конечно же, мы с вами не очень продвинуты, но любого из присутствующих, если мы сейчас спросим, зададим ему вопрос, что вы хотите, он наверняка ответит: я хочу Кришну. So, Krishna, Krishna. He opened his eyes and there was Krishna. И он открыл глаза, и перед собой увидел Кришну. Govindam Hari Purusham Dhamam Bhajami Govindam
Govinda Adi Purusha Tamaham Bhajami. Govinda Adi Purusha Tamaham Bhajami. He wasn't very far on the path of devotion. И он не совершил какого-то значимого духовного прогресса на пути преданности. That's the first half. You control your mind, you control your senses, you engage in service. The heart becomes cleansed, and then you become steady, and then the whole spiritual world. It was like maybe first couple steps, baby steps in Krishna consciousness. И он был только на начальном пути, это контроль чувств, контроль своих желаний, и он не продвинулся куда-то далеко, потому что для того, чтобы продвинуться дальше, необходимо очистить свое сердце. И наверняка он был только на начальном этапе. Но Кришна предстал перед ним. Кришна предстал перед ним. А потом исчез. He said, Narada, I have appeared before you in this early stage of your devotional service to inspire you. И обращаясь к Нараде, он сказал: «О Нарада, я явился перед тобой на твоей начальной стадии духовного развития для того, чтобы вдохновить тебя. But I could hardly remain before those who are incomplete in devotion to me. Но я не могу остаться и даровать даршан тем, кто недостаточно уверен в преданности ко мне». So this is some special mercy. И это была там особая милость. And it's the same thing as Jiva Goswami's or Rupa Goswami's mentioning at the devotion, that because of this mercy of the Lord, sometimes a neophyte can experience ecstasy by chanting, by hearing Bhagavatam, by worshipping the deity, living in Mathura, or just coming to the Sunday feast regularly and associating with devotees. It happens. Maybe it doesn't happen all the time. We all remember special moments, right? Some kirtan we were in, some feast like we ate yesterday, some class, those special moments. Jamuna Devi, my god sister, she referred to them as the magic moments in Krishna consciousness. Но, несмотря об этом же и пишут Рупа Госвами в «Нектаре преданности», говоря о том, что даже неофиты, начинающие преданные, может по милости Господа почувствовать экстатическое состояние, несмотря на то, что он только начал развиваться в своем сознании Кришны. Поэтому неважно, что вы делаете, проживаете в святом месте, повторяете святые имена, поклоняетесь Господу Кришне, вы на мгновение вдруг можете ощутить экстатические симптомы. Подобно тому, как во время киртана или как вчера, во время пира, вы, возможно, это испытали. И Матаджи Ямуна называет это волшебными мгновениями. Наверное, у каждого из вас есть такие волшебные мгновения. И, возможно, это не 4 каких-то процесса, может быть, их 5. 2 plus 2 is 3. Out of those 5, probably you could say, if you take an educated guess, that the association with devotees is the most powerful. Из этих 5 вы можете точно сказать, что общение с преданными является главным процессом. We were discussing at the luncheon today that we forget things. И сегодня в обед мы уже обсуждали между своими друзьями, что порой мы уже забываем многие вещи. Штратма Прабху забыл, что он вообще обедал сегодня. We were talking about how sometimes we forget verses and we forget things, and even Prabhupada would sometimes say to us, "Look, find that verse." И мы If I say 4 instead of 5, it's okay. И мы обсуждали, что мы уже стихи забываем, иногда даже сам Прабхупада говорил, обращаясь к кому-то, найти определенный стих, потому что он тоже его забывал. Поэтому, 4, 5, не важно, что я сказал, случается такое. Но если мы следуем 5 из этих процессов, то нам легче прогрессировать в сознании Кришны. Но общение с преданными является самым важным. It's like Nama Sankirtan, one of those 5 is chanting Hare Krishna. И одно из этих 5 это воспевание Хари Кришны, Нама Санкиртана. So anyone can
make progress by chanting Hare Krishna, Haridas Kursa, even non-boss, unconscious chanting, you get free from karma and material desires vanish. И каждый из нас будет прогрессировать, если будет воспевать святое имя, как говорил Харидас Тхакур, даже если вы воспеваете на уровне намабхасы, то сердце ваше будет очищаться, и постепенно вы будете прогрессировать. But the acharyas also described if you want prema, you have to get initiated into the name by a devotee spiritual master. Но ачарьи также описывают, что если вы стремитесь обрести прему, то вам необходимо получить инициацию у вайшнава, у гуру. So that's how important the association with devotee is. Even to perfect chanting, you have to have a devotee spiritual master who initiates you and trains you how to chant. Then you can get prema. Поэтому так важно иметь общество преданных, потому что, чтобы обрести прему и совершенство в воспевании, вам нужен духовный учитель, который будет наставлять вас и которому вы будете следовать. And of course we all know the famous verse, Krishna Varnam Pushat Krishnam, in the Bhagavatam, that Lord Chaitanya introduced chanting, but he stressed in the congregation with other devotees. So it's very clear that Nama Kirtan, to perfect that, we need devotee association. И, конечно же, мы помним ту знаменитую шлоку, в которой Господь Чайтанья говорит о важности воспевания в этот век Кали, но большой акцент он уделяет тому, что это совместное воспевание. And how do people come in contact with this Yuga Dharma? Just like, just blows in the wind? No, they meet devotees who tell them, you better chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. We learn about the chanting from devotees. How important is the association of devotees? А как важно общение преданных, оно также важно из-за того, что как же люди узнают о воспевании святого имени. Им нужны преданные, которые подойдут и напомнят им и скажут воспевать. And Sarvabhauma Bhattacharya stresses that. И Сарвабхаума Бхаттачарья говорил об этом. Tilaka vimala mala nama yukta pavitra hari hari kale madhye evam evam bahuvaha. From the moment that the holy name of Lord Hari appeared on the earth, Vaishnavas became manifest everywhere, adorned with faultless tilak and neck beads, and equipped with the Maha Mantra. In the midst of the age of Kali, they purified the atmosphere, chanting Hari Hari. So indeed it came to pass. И с того момента, как святое имя Хари проявилось на этой земле, тут же стали появляться вайшнавы, которые были украшены блистательными тилаками и туласи, украшениями из туласи на шее. А также их инструментом была сама Маха-мантра. В этот век Кали они очистили всю атмосферу, повторяя Хари Хари, да будет так. I love that verse. И мне очень нравится этот стих. So, hearing Srimad Bhagavatam, that's also depends on devotees. И слушание Шримад Бхагаватам это тоже непосредственно связано с общением с преданными. By regular attendance in the Bhagavatam class and by rendering service to pure devotees, one's heart is cleansed and one can awaken his love for Krishna. И когда мы регулярно посещаем класс по Шримад Бхагаватам, а также служим чистым преданным, то все неблагоприятное из нашего сердца уходит, и любовное служение Господу становится неизбежным. There are some people that speak Bhagavatam as a profession, they're not devotees, they just want to make money out of it. И иногда те лекторы, которые говорят о Бхагаватам, иногда они делают это для того, чтобы заработать деньги. If you Это hear профессионалы. Bhagavatam from those persons, your heart doesn't change. И если вы слушаете Бхагаватам от таких лекторов, то ваше сердце не меняется. Mahaprabhu said, Bhagavata Gya Pura Bhagavata Shtane. One should hear and study Bhagavatam only from the person Bhagavatam, from the Vaishnava, the devotee. И Господь Чайтанья говорит о том, что необходимо слушать и изучать Шримад Бхагаватам только от личности Бхагават, от Вайшнава. I remember when I first started doing Sankirtan in Michigan, Detroit, and our temple president had this great idea that we should go to Kentucky and do the universities. И я начал свое распространение книг в Мичигане, Детройте, и наш президент общины, у него была такая идея, чтобы мы поехали и проповедовали в Кентаки в университетах. Like very redneck area of America.
Это такая своеобразная такая часть Америки, где они привыкли, что там как деревенские люди проживают. Let's go. So we drove in our Sankirtan van, and what we would do is we'd go into the universities dressed like this, big pile of books, and we would just knock onto the, classes are in session. We weren't invited to the school. We'd knock on the door, and then we'd walk in, and the teacher would be there, and the students would be studying economy, or medicine, or mathematics. Hello! My name's Iндрадьюмна. I'm a Vaishnava, devotee of God. We're studying scriptures from India, and we've come here for all you good people to sell these books. As I walk around the classroom, please give a donation and take one of my spiritual master's books. It's like what? And before the teacher could realize it, we'd gone to a few students, got a few donations, and we were gone. This is how brave we were in those days. Of course, we got thrown out of the classrooms a lot. И мы очень вдохновились, загрузили огромное количество книг в наш грузовик и поехали в Кентаки. Там нас, конечно же, никто не звал и никто не приглашал, но мы были очень смелыми на тот момент, поэтому мы с легкостью врывались во время того, как шли какие-то занятия, открывали двери, несмотря на то, что там преподавалась в этот момент математика или экономика, мы заходили и говорили: «Здравствуйте, я Индрадьюмна, я пришел сюда, я последователь вайшнавизма, и, пожалуйста, я буду сейчас распространять свою литературу, пожертвуйте кто сколько может». И все впадали в состояние шока, и до того момента, как учительница приходила в себя и выдворяла нас за дверь, мы успевали распространить несколько книг среди студентов. Конечно же, мы были очень смелыми, но также, конечно же, нас очень часто и выпроваживали из этих занятий. Could you do that? Вы так могли бы сейчас поступить? Walk into a classroom. Hey, Hare Krishna, everybody listen. Hey, this is a mathematics class, buddy. What are you doing here selling books in the school? No, but this is the highest knowledge. You're all studying ignorance. We'd say things like that. И вы могли бы сейчас так поступить, ворваться на занятия по математике и сказать: «Здравствуйте, я Харе Кришна, принес вам книги, и вам так круто, замечательно. Вообще тут лекция по математике идет, но математика — это невежество, вам необходимо знать высшее знание». Вот представьте себе, мы так вот проповедовали. So one morning, we went to the University of Kentucky, and I snuck past the security. И однажды утром мы пришли в университет в Кентукки, и я прошел через охрану. Walk into 2 or 3 classrooms, and then around 11 o'clock in the morning, I knocked and I came in and I said, "Hello! I am revealing knowledge which is given by the Supreme Personality of Godhead in the books of my spiritual master, who wrote on the teachings of the 6 Goswamis. As I come around, please give a donation and become enlightened." И я посетил уже несколько комнат. Could you do that? А затем постучался в очередную, открыл ее и сказал: «Здравствуйте все, я принес вам трансцендентное знание. Оно является вечной истиной, и снизошло оно благодаря моему духовному учителю Шрилы Прабхупады, который передал нам учение 6 Госвами. И теперь, пожалуйста, приобретайте эту литературу». Могли бы вы сейчас так поступить? My name is Iндрадьюмна Адхикари. И меня зовут Индрадьюмна Адхикари. So the professor, he said, "Oh, Iндрадьюмна Адхикари, please come sit at the main desk. We're studying the Bhakti Rasamrita Sindhu by Shri Swami." И один из учителей, услышав мое имя, сказал: Индрадьюмна Адхикари, но, пожалуйста, пройдите сюда, молодой человек, за этот стол, потому что именно сейчас мы изучаем Бхакти Расамрита Синдху Рупу Госвами. It was an advanced religion class, and that year they were studying the scriptures of India. Это был прогрессивный класс по религоведению, и там они изучали индуизм на тот He said, момент. "We're very happy to have you here. We've just finished the Bhagavat Sandarbha by Jiva Goswami." И профессор говорит, что мы счастливы, что вы к нам зашли, потому что мы только что закончили Бхакти Сандарбу Санатана Госвами. Джива Госвами. We're on the chapter of Nectar Devotion, chapter 7, I forget what it was. So, sit there and you speak
И, пожалуйста, мы сейчас вот читаем нектар преданности, такую-то главу, не помню, какую именно. Можете вы что-то прокомментировать? I'd only been in Krishna consciousness about 2 weeks. I didn't even know what the На тот момент я был в сознании Кришны где-то чуть больше 2 недель, поэтому я никогда даже не слышал про нектар преданности. So I said, I've got a cold, I can't talk. И я решил так ответить, что ничего не знаю, мне вот сейчас позвонили, срочно надо идти. So the teacher said, well, you give a pretty good introduction there, young man. И тогда учитель сказал, ну вступление у тебя было яркое, мальчик. He said, but you're welcome to sell your books, and then afterwards you can sit and participate in the discussion. И он сказал, что в любом случае ты можешь продать тут свои книги, а потом, если захочешь, присоединяйся к нам и в нашу дискуссию поучаствуй. So I'm telling you the story to get to a particular point. И я говорю эту историю для того, чтобы проиллюстрировать определенную вещь, которую я хотел бы сказать. He spoke, quite well, actually. Он хорошо рассказал. But as he was speaking, he was lighting up cigarettes. So Rupa Goswami said, wait a minute, this guy. Но одновременно с этим он не забывал покурить свою сигарету, и он говорил, что Рупа Госвами, а потом так смачно затягивался. And sometimes he's using swear words. И одновременно с этим он иногда нецензурные выражения использовал в речи. Students are all sleeping. А половина студентов спали. Boys and girls are kind of, like engaging each other and, so forth. It was just a big mess. А девочки с мальчиками весело перемигивались, был полный хаос в So аудитории. afterwards, everyone got up. И после того, как все поднялись, And as they were passing by, I said, so what do you remember from the class? Nothing. и они все проходили мимо меня, я спросила их, а что вы помните из лекции? И мне все махали головой, говорили, Then they ничего. all went out in the hall, and they all lit up cigarettes, and the boys and girls are hugging, and I was thinking, they've heard the highest knowledge, which is meant to purify the heart and awaken Krishna Bhakti. But with all due respect, because the teacher was not a devotee, it had no real effect. И когда они вышли на переменку, они тут же, мальчики с девочками, стали обниматься, кто-то стал курить. И я очень удивился, что несмотря на то, что они только что прикоснулись к вечному истинному знанию, но оно не очистило их сердце, потому что им рассказывал его человек, который не обладал бхакти внутри их профессор. You understand? Poнимаете, о чем я? The example is given pouring ghee on ashes. Это подобно тому, как ты ги льешь на пепел. Put ghee on a fire. Если ты ги предлагаешь огню, то огонь разгорается. So in this matter of Krishna consciousness, the teacher must be bona fide, and the disciple must be bona fide to get the proper result, just like to conceive a child. The husband has to be able to procreate, and the woman has to be able to conceive the child. 2 things are required: a fertile woman and a potent man. Then you get a child. Otherwise, И прогресс в сознании Кришны возможен тогда, когда перед вами квалифицированный духовный учитель, и он дает знания ученику, который готов его принять, подобно тому, как муж с женой зачинает ребенка, и для этого необходимо, чтобы мужчина готов был дать ребенка, а женщина была способна его выносить. Mahaprabhu said, Yaha Bhagavata Pada Vaishnavara Sthane. If you want to understand Krishna, you must approach a self-realized Vaishnava and hear from him. И если вы хотите понять Кришну, то вы должны спросить об этом самореализованного Вайшнава и слушать от него. Right? So for chanting Hare Krishna, you need a Vaishnava. For hearing Bhagavatam, you have to have a Vaishnava. И чтобы воспевать в обществе, вам необходим Вайшнав. Чтобы слушать Бхагаватам, вам тоже нужно общество преданных. For going to a holy place, you also have to associate with devotees, otherwise you'll just be tourists. И для того, чтобы посещать места паломничества, вам также святые места, вам тоже нужны преданные, иначе вы превратитесь в туристов. Holy places are very sacred, they're full of transcendental potency. И святые места, это священные места, они наполнены определенным могуществом. You don't see them with your eyes. Но невозможно увидеть их славу своими глазами. So the sadhu, he sees through his ears. И говорится о том, что саду он слышит своими ушами, а не глазами.
One time Bhaktisiddhanta Saraswati was giving a class. Он видит своими ушами, а не глазами. Однажды Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур дал лекцию. There was a temple nearby. И недалеко был храм. So in the class, the conch went off. Ooh, ooh, ooh. И в то время, как он давал лекцию, прозвучал звук раковины. Announcing the artik. So some of the disciples, they got up and they left the class. And they went to the temple to see the artik of Radha. Это означало, что сейчас время Арати, и некоторые из учеников поднялись и отправились на Арати Рады Кришны. And they came back and after the artik and sat back in the class. И после того, как Арати закончилась, они вернулись на лекцию и стали дальше слушать. So then Bhaktisiddhanta Saraswati stopped the class. He said, where were you? И Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур закончил лекцию, прервал ее, обращаясь к двум молодым людям, спросил, где вы были? Oh, Guru Maharaj, we went to see Krishna. И они сказали, Гуру Махарадж, мы просто ушли, чтобы увидеть Кришну. So Bhaktisiddhanta Saraswati said, you have not seen Krishna, you've only seen stone. И Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур ответил, вы не видели Кришну, вы видели обычный камень. If you want to see Krishna, you hear from me. By hearing from me, you can understand who is Krishna. Для того, чтобы увидеть Кришну, вы должны слушать меня, и таким образом, слушая меня, вы обретете Кришну. So when we go to the Holy Dham, we go on parikrama with Gurudev and Sharatma and Bharahari, and through the discourses and through the kirtan and the association, we can understand the glories of the Dham. We can actually enter into the Dham rather than just going and seeing with our eyes. To go to a holy place, you have to associate with holy people. И, как правило, на картику, на парикраму мы ездим вместе с Бхагавари Прабху, Чатуратмой Прабху, мы проводим лекции, мы садимся там и разговариваем, обсуждая духовные писания, и таким образом мы можем увидеть Дхамму, потому что вы видите Дхамму через общение с преданными и через рассказ в этом месте. Kartik Purikama K! K! Are there some demigods in the air? Я подозреваю, что за нами полубоги подсматривают. They love you so much here in St. Petersburg. И полубоги очень любят вас, всех преданных Санкт-Петербурга. So who's coming to Kartik Purikama? Поднимите руки, кто приезжает на парикрамы на картику. Надо две руки поднять. It looks like more if you'd like. So, and then in worshiping the deity, we also require the association. И для того, чтобы поклоняться божествам, нам также нужно общество преданных. That's very evident in the Guru Vastakam prayers. И это хорошо проиллюстрировано в молитвах Гурваштаки. Every morning, samsaradava nalidavaka tanayaka dunyaganagana bhattashaka. So the third prayer reveals how in deity worship we need the association of devotees. И третий стих описывает, что в поклонении божествам нам необходимо общество преданных. The spiritual master is always engaged in temple worship with Sri Sri Radha Krishna. He also engages his disciples in such worship. They dress the deities in beautiful clothes and ornaments, clean their temple, and perform other similar worship. Духовный учитель всегда занят поклонением божествам в храме и поклонением Шри Рады Кришны. Он также занимает своих преданных в поклонении божествам. Они вместе одевают божества в прекрасные одежды и украшают их. Также они убирают храм и занимаются разнообразным служением Господу. Prabhupada said, anyone who thinks he can become Krishna conscious living outside the association of devotees, he said he's living in a hallucination. И Шрила Прабхупада не раз говорил о том, что те из вас, кто думает, что они могут обрести и практиковать сознание Кришны вне общества преданных, это просто ваша иллюзия. In Sarvabhauma Bhattacharya, he says, И Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, Visha yavishta murkanam chitta samskaram ashadaham vishvam bhenu guru seva vaishnavo chishtabhojanam. The medicinal herb to purify the minds of fools absorbed in sense pleasure
It's the faithful service of Sri Guru. The diet is remnants of the Vaishnavas. И искреннее преданное служение гуру является лечебной травой, которая способна очистить умы глупцов, погруженных в чувственные наслаждения. А диетой являются остатки пищи вайшнавов. So in this way we can appreciate more of the association. И услышав все это, мы можем еще больше быть благодарными обществу преданных и общению с ними. I've experienced in my lifetime that when devotees pass away, then devotees remember them and they extol their glories and they have festivals to remember them, but why shouldn't we have the same appreciation while they're living? И я несколько раз в своей жизни сталкивалась с тем, что преданные начинают прославлять какую-то личность, устраивать фестивали в его честь и говорить о его великолепных качествах только после его ухода. Почему же мы не делаем это, когда вайшнав присутствует с нами? The association of devotees is essential for perfecting the other four items of devotional service described by Guru Swami. We should learn to appreciate each and every Vaishnava in the community. И для того, чтобы заниматься одним из 4 процессов преданного служения, мы увидели, что нам обязательно необходимо общество преданных. Почему же мы тогда не с благодарностью относимся к каждому из вайшнавов? If there's some fault in that devotee, we should tolerate. We shouldn't reveal that and make it public. We should tolerate that fault, knowing that that devotee, by chanting Hare Krishna, the chanting of Hare Krishna is more powerful than the fault. The fault will go away. Rather spend our time glorifying that devotee for the good qualities they have. И даже если мы видим какое-то дурное качество в определенном преданном, то мы не должны публично это заявлять или как-то громко это обсуждать. Вместо этого мы должны очень терпеливо относиться к этому и четко верить в то, что святое имя Шри Хари, которое он будет повторять, поможет ему избавиться от всего дурного и поможет проявить все хорошие качества. И, возможно, когда-то этот вайшнав уедет или уйдет куда-то, и вы будете лишены его общения. In conclusion, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, or Srila Prabhupada, glorified the association of his spiritual life. И в заключение я хотела бы прочитать слова Шрилы Прабхупады, который прославлял общество своего Гуру Махараджа. Prabhupada wrote, И Прабхупада написал: Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur came in this world to execute the mission of Chaitanya Mahaprabhu. So he executed it, and when it was required, he left this place and went to another place to do the same business. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пришел в этот мир для того, чтобы выполнить миссию Шри Чайтаньи Махапрабху. Он ее выполнил, и когда пришло время, он оставил это место и отправился в другое для того, чтобы заниматься тем же. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur came into this world to execute the mission of Chaitanya Mahaprabhu, so he executed it, and when it was required, he left this place and went to another place to do the same business. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пришел в этот мир для того, чтобы выполнить миссию Шри Чайтаньи Махапрабху. Он выполнил ее, и когда пришло время, он оставил этот мир и отправился в другое место для того, чтобы заниматься тем же. So while we have the opportunity to associate with so many wonderful Vaishnavas, let's take full advantage of that opportunity. И пока у нас с вами есть возможность получать общение такого огромного количества замечательных вайшнавов, давайте воспользуемся этой возможностью. And that may very well be the reason that Sri Raghunath Das Goswami, he paid obeisances to 10,000 Vaishnavas. Возможно, именно поэтому в свое время Рагунат Дас Госвами приносил 10 тысяч поклонов всем вайшнавам в округе. I'm pretty sure not all of those Vaishnavas were like, Uttama Adhikari. И я больше чем уверен, что не все из вайшнавов, которым он кланялся, были на уровне Уттама Адхикари. At least every day we can begin our day. И хотя бы каждый день мы могли бы начинать с того, Vancha kalpa tulubhyascha krita sindhu vedata patitanam pavani Shri Vaishnav Sangha ki Shri Gauranitai ki Hare Krishna movement ki Going back to Godhead ki Gaur Premanandi